И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас пока продолжается 2 апреля и традиционная вечерняя сводка с фронтов, что у нас происходит на фронтах украинской войны. Ну, в принципе, Киевское и Черниговско-Сумское направление в целом я описал сегодня утром. Ссылка на этот материал появится в конце в интерактивном окне. Возвращаться к этому направлению пока не будем, никаких новостей там пока нет. И сразу переходим на основное направление, это Донбасс. Что у нас происходит здесь? Согласно очередного вопроса моих зрителей, которые живут в зоне боев, очень серьезные сегодня наносятся артиллерийские удары по городу Барвенково. То есть российская артиллерия, российская авиация наносит удары. Обработка позиций ВСУ идет полным ходом. Ну и понятно, что здесь уже очень скоро будут большие бои. Потому что Барвенково это принципиальная точка, которую ВСУ отдавать никоим образом нельзя. Почему так важно Барвенково? Потому что если взять Барвенково, то перед российской армией открываются очень хорошие перспективы для быстрого охвата Славянско-Краматорской группировки. Если же ВСУ удерживает Барвенково, то наступать придется довольно узким фронтом, все время ожидая удара во фланг. На Славянском направлении относительно затишье, никаких серьезных атак здесь пока не производится. В районе Горловки войска ДНР прошли очередные до 1 километра и постепенно охватывают Авдеевку с севера. Артиллерия российская продолжает работать, оборона прогрызается, но пока не так быстро, как кому-то бы хотелось. Между тем, в районе Великой Новоселовки происходят очень серьезные бои, очень ожесточенные бои. Российские войска обходят этот населенный пункт с севера, пытаются взять его в окружение и выйти к трассе Донецк-Запорожье. И далее на реку Волча, которая является довольно существенной водной преградой. Я так понимаю, за этот рубеж будут вестись очень ожесточенные бои. Но к этой группировке уже очень скоро присоединятся и основные силы тех войск, которые штурмовали Мариуполь. В целом операция по взятию Мариуполя почти окончена. Вооруженные силы Украины сконцентрированы в 3 очагах сопротивления на заводе имени Ильича, Азовсталь и в Приморском районе. И часть тех войск, которые принимали участие в штурме города, уже готовят к отправке на север. После короткой передышки они пойдут далее окружать уже донбасскую группировку ВСУ, чтобы взять ее в клещи. И здесь я хочу отметить еще одну важную особенность сегодняшнего дня. Сегодня российская авиация впервые начала по-нормальному серьезно работать по железнодорожным коммуникациям ВСУ. Ей удалось поразить один из эшелонов, который перевозил технику в зону боев на Донбассе. Мне часто задавали вопрос, почему российские войска не атакуют украинские эшелоны, почему не атакуют украинские колонны, те подкрепления, которые идут сейчас на Донбасс. Вы знаете, хочу здесь, пользуясь случаем, ответить на этот вопрос. На самом деле украинские вооруженные силы редко используют вот такое понятие, как передвижение колоннами. Они передвигаются такими жабьими прыжками по несколько десятков километров от одного населенного пункта и далее, до следующего, а потом и следующий прыжок, следующий и следующий. И соответственно при такой тактике навести на них авиацию довольно трудно. И вот сейчас в связи с массовым перебросом техники они вернулись к тактике переброски при помощи эшелонов и буквально сразу же попали под удар. А еще российская авиация нанесла сразу несколько ударов по складам ГСМ в Хмельницкой области, в Одесской области и самое главное, наконец-то был поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Это единственный нефтеперерабатывающий завод на Украине, который поставляет топливо. Также были нанесены удары по железнодорожным станциям Синельникова и Лозовая. То есть очевидно, что российская авиация постепенно обрезает коммуникации украинской группировки на левобережье, лишает ее остатков горюче-смазочных материалов и пытается нанести ей потери ударами с воздуха. И я так понимаю, что по мере разрастания накала битвы за Донбасс, удары российской авиации будут становиться все сильнее и сильнее. То есть мы же несколько дней назад констатировали, что большая битва за Донбасс уже началась, и каждый новый день усиливает ее ожесточение. И это будет самая главная битва этой войны, в которой, судя по тому, что я сейчас вижу по перемещениям войск, должна принять участие большая часть сил сторон. То есть больше половины всех войск, которые используются сегодня на Украине, как ВСУ, так и вооруженных сил Российской Федерации, должны принять участие в этой битве. Вот это то, что происходит на главном Донбасском фронте. Ну и кратко, что происходит в Херсонской области. По тем данным, которые есть у меня, российские войска отбили те атаки, которые шли с Кривого Рога. И в целом сегодня Николаевский гарнизон готовится отражать наступление вооруженных сил Российской Федерации, которое, по мнению британской разведки, должно начаться в самые ближайшие дни. И главной целью которых, по мнению британских разведчиков, должно стать взятие Николаева, а возможно и гораздо более глобальные цели. То есть здесь, как говорится, без комментариев, я просто передаю те данные, которые опубликованы британской разведкой. Вот примерно то, что я могу сказать, что сейчас происходит на линии соприкосновения.
Естественно, продолжаю наблюдать за событиями и завтра ожидайте следующего обзора с линии фронта. До свидания.